Приветствую себя на канале. Кофемашина DeLonghi Primadonna. Аппарат в исправном состоянии, речь пойдет не о нем. Насколько вы поняли из описания к видео и названия, речь сегодня будет о зернах, которые мы используем для своих бытовых кофеварок. Это первое видео, которое у меня на канале на эту тему. Это будет завершающее видео на эту тему касаемо зерна. Почему? Я использую только одно зерно, больше 15 лет. Я пользуюсь вот этим кофе. Может быть, упаковка как-то менялась, но это уже маркетинг, да? Зерно то же самое, производитель тот же самый. Я кофе хорошо знаю, я на нем вижу, когда мне надо остановиться, скажем так, в настройках, в регулировках и так далее. Даже в работоспособности некоторых аппаратов я могу ориентироваться, даже не пробуя кофе, я просто на вид, на глаз вижу, как он готовится, и мне этого будет достаточно. Но это не столь важно. Почему само это видео, скажем так, была идея такого видео? Иногда бывают такие случаи, когда человек приносит как бы плохо работающую кофеварку, просит ее сделать, потому что она не готовит хороший кофе. Я делаю профилактику, готовлю, насыпаю кофе, готовлю, все хорошо. Собственно, и с этим аппаратом то же самое. Человек жалуется, очень плохой кофе готовит аппарат. Ну и посмотреть, что там что можно сделать. Если обычно, я всегда людей прошу выбрать кофе, потому что я все равно его использовать не буду. Поэтому человек перед отдачей либо высыпает кофе, либо я беру пылесосом, все выбираю, выбрасываю. И только на своем это все делаю. Здесь, опять же, я провел профилактику, смазал, засыпал свой кофе, готовлю, шикарно, все получается, меня все устраивает. Поскольку я еще кофе не высыпал хозяйский, я опять пропылесосил, засыпал кофе, который мне принесли с кофеваркой. И реально аппарат не готовит, практически вообще чуть что готовит, да. Поэтому я решил, что все-таки пояснить как-то ситуацию надо. Возможно, многие с этим сталкиваются. Так, давайте я покажу разницу. Люди покупают, я не хочу сказать неплохой покупают кофе, они покупают очень дорогой какой-то кофе. И топовый какой-то. Кто-то им насоветовал, где-то они, возможно, пробовали на каком-то заведении, в каком-то профессиональном аппарате. Но опять же, на их аппарате это не вытягивается, да. Давайте я покажу сейчас разницу. Я сейчас покажу, в чем отличаются зернышки, перефокусируюсь, и вы, наверное, поймете мне это более лучше. Так, смотрите, я беру зерно, которое я использую. Оно немножко отличается. Видите, оно по цвету отличается. Здесь более темная обжарка. Я его беру пальцами, и оно полностью рассыпается, полностью, практически без всякой кофемолки его можно перемолоть, чтобы не говорили, что я беру только темное какое-то, да, вот то, что посветлее, но это купаж, здесь и арабика, и робуста, и обжарка немножко разная. В принципе, это правильно, для эспрессо-машины это точно правильно. Видите, да? Вот я беру кофе, который мне принесли, видите, да, в нем даже вот такие белые прожилки есть. Вот его раздавить тяжело. Кофемолка подпружиненная. Она не может его, скажем, в пыль, не в пыль, а такую в маночку, да, размолоть. Она будет проскакивать, она будет его хлопьями молоть, но нормально не перемелет. Вот это я его раздавил, больше кусками, да, не такую. Это о чем? Это мы сразу получаем разный помол, что в конце концов скажется, и разная обжарка кофе тоже на выходе нам даст разный конечный результат. Я сейчас засыплю этот кофе обратно в кофемолку. Я его сейчас засыпаю обратно. Мне его хватит 1-2 порции, наверное, прогнать, чтобы вытолкнуть кофе, на котором я готовил, на котором я все настраиваю. И хотя бы 1 порцию мы увидим, а может и 2. Итак, я включил сверхкрепкий кофе. Я включу двойную, чтобы побольше выбрало зерен. Мне надо просто прогнать, очистить кофемолку.
от прежнего кофе. Все, я ее прогнал этим зерном, она его выбросила в мусор. И теперь я готовлю сверхкрепкий кофе, включаю двойную. Сейчас заберу чашечку. Так, давайте я камеру поставлю чуть ближе, чтобы вы могли увидеть, что у нас получается. И готовим двойной кофе. Так, зелени нам как раз впритык хватило, поэтому одну чашку мы точно увидим. Смотрите, вот такой бежит кофе. Я остановлю. В принципе, все понятно. Человеку можно полностью верить. Кофе водянистый, пенки практически нету. На запах кислый, на вкус. Вкус кисляк. Ладушки. Сейчас я выгоняю полностью зерно. Я засыпал свой кофе. Я сейчас проталкиваю уже этим кофе кофемолку, скажем так, очищаю от прежнего. Опять же, мне его сейчас готовить не нужно, мне надо протолкнуть. Поэтому я еще одну порцию. Я сюда же сливаю, не буду сейчас пока ничего. У меня чашечки, коробочки, 2 секунды. Очистить контейнер для гущи. Ладно, я его пока очищаю, сливаю с чашки и продолжу. Итак, я еще одну порцию быстренько прогоняю. Готовить не надо, мне надо, чтобы он его выбросил. Все, я полностью выбрал кофе, который был, предыдущий. Ставим чашечку и включаем опять двойную. Я останавливаю примерно тот же объем, как был первый кофе, с которым мне принесли кофеварку. Здесь, как видите, ситуация немножко другая. Здесь я могу насыпать сахар, для того, чтобы вы могли увидеть саму пенку. Видите, да, крем? Сахар полностью держится на креме. Видите? Вот это правильно приготовленный эспрессо на хорошей кофемашине. Поэтому я надеюсь, смысл самого видео вы поняли. Всегда есть необходимость тянуть кофеварку в ремонт. Возможно, нужно поменять просто кофе, как это рекомендует производитель, и знающие люди. Вы уже экспериментируете. Если вам нравится водянистый кислый, берите водянистый кислый. Если вы хотите хороший, густой, насыщенный и кремообразный кофе, берите хорошие, скажем, хорошие торговые марки, хорошие, даже не торговые марки, а именно купажи, удачные купажи для вашей кофеварки. Как самый быстрый способ проверить, опять же, я вам показывал, вы берете, разламываете, если оно у вас крошится, в принципе, для кофеварки это будет нормально. На этом буду заканчивать. Всем удачи. Если есть возможность, желание, донаты приветствуются. Можете перейти по ссылочке в описании и перейти небольшую копеечку закинуть. Если
это вам пригодилось, лайки, вподобайки. Будут какие-то комментарии по делу или без дела. Можете задавать вопросы, буду по возможности подсказывать. Всего удачи, до свидания.